Всем привет! Добро пожаловать обратно в пекарню Патрика. Сегодня нас ждет очень длинный, большой и насыщенный день, потому что у нас очень большие, грандиозные планы, я бы сказала. Патрик достаточно хорошо подготовился, у него праздник на носу, у него большие планы на носу. В общем, будем сегодня со всем разбираться, и по ходу я вам буду рассказывать, какие же у нас на сегодня планы. А еще помните, я в прошлый раз говорила о том, что мне кажется, что наш Патрик немножечко поправился, и мои опасения были, ну, не безосновательными. Мне все-таки казалось, что немножко да. Сейчас я вам покажу его в плавательных шортах и постараюсь найти его фотографию в самом начале. Ну, то есть где-нибудь вырежу из начального ролика, и вы сравните его, потому что я уже посмотрела на это дело, и мне стало очень смешно. По нему очень сильно заметно, что он хозяин пекарни. Давайте немножечко на него посмотрим. Я надеюсь, вот здесь будет сейчас картиночка, и как бы вот наш Патрик сейчас такой. Слегка он слегка немного он как бы он пекарь. Он у нас пекарь, и поэтому он хорошо тестит свою продукцию. Но, скорее всего, из-за того, что он постоянно ест, перекусывает типа еду, а не ест полноценную, мало двигается. Вот как бы результат. Но он и так хорош, конечно. Я его обожаю, он мне очень нравится, но очень смешно, какие у нас трансформации произошли. Переодеваемся обратненько в нашу одежку. Итак, какие же у нас все-таки планы на сегодня? Во-первых, у нас сегодня вот праздник зимы происходит, и мне очень хочется, чтобы наш Патрик все-таки отметил это в кругу семьи. А еще смотрите, какие у нас тут снеговики. Простите, что я так прыгаю, но у нас тут была открыта пекарня 51 час, и за это время мы продали на 4,7 тысяч симолеонов. Я считаю, это прям очень-очень круто. Вот, и пока вот у нас была открыта пекарня, у нас тут куча людей набежала. И смотрите, каких смешных снеговиков они налепили. И видите, как их много, этих снеговиков. И вот здесь классические такие, здесь есть. В общем, народ отрывался по полной программе. А что это у нас тут такое? Это у нас растение какое-то. Растение с иголками. Я тут расширила немножко садик. Мне кажется, я отыскала все возможные фрукты, овощи, специи, травки, муравки. В общем, все, что я могла, все я нашла в отладках, потому что я, в общем, замучилась это все искать, открывать эти бесконечные пакетики с семенами. Это все было бессмысленно, бесконечно, а нам это нужно. Так вот, по поводу праздника зимы. В прошлый раз у нас была проблема с тем, что Патрик никак не мог сделать предложение, потому что у него была какая-то цель в жизни или что там у нас, образ жизни. Теперь у нас жажда любви, между прочим. Я тут шаманила просто как могла, честно признаться. Я тут немножечко почитерила, но нам нужно, чтобы он все-таки радовался тому, что у него есть любовь. А вот эти образы жизни я вообще не понимаю, зачем они нам нужны. Но вроде как, ну, это помогает, ну, сделать наших симов типа более человечными, но в итоге они нам только усложняют жизнь. У нас чё-то тут нейтральная телепортация, ла-ла-ла. Чё тут куча всего, что вроде как делает наших симов интереснее, но по факту немножечко мешает нам. Так вот, у нас жажда любви, и я думаю, что все-таки наш Патрик готов сойтись со своей барышней, но учитывая то, что с помолвкой у нас как-то не срослось, то я думаю, вполне можно себе начать с совместного проживания. Поэтому я хочу, чтобы они сейчас съехались, мы перестроим всю пекарню, весь дом, то есть мы построим полноценный дом. Как я уже говорила, он тут немножечко подзаработал, 7,5 тысяч, конечно, маловато. Я думаю, что если нам предложат хотя бы пару тысяч еще от этой барышни перевести, то мы переведем, учитывая то, что у нее еще и кошки. Ой, эти кошки, я так мучилась долго, выбирала, что же мне делать с ними. Мне так нравится, как река замерзла. Очень классно продумано. Так вот, в общем, надеюсь, она нам переведет хотя бы пару тысяч, и мы сможем отстроить пекарню, сохранить наш садик, потому что нам он нужен, и, 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 и построить дом. Конечно, все будет, скорее всего, сейчас не очень красиво, не очень такое все, потому, ой, тут грязная посуда, откуда грязная посуда вообще? Поэтому, в общем, как вы поняли, из моего сумбурного, абсолютно сумбурного рассказа уже на несколько минут, что Патрик сейчас пригласит свою барышню на участок, предложит ей съехаться. Они съедутся, я так думаю, что все-таки они съедутся. Потом мы их выгоним с участка, все перестроим,
поставим елку, приготовим грандиозный ужин, подарим подарки, что там еще, праздничное настроение подарим. В общем, будем праздновать Рождество или Новый год, Рождество, по-моему, под праздником зимы подразумевается. И будем уже праздновать это все в новом доме. Так что пока не будем открывать пекарню, нам это сейчас не нужно. Давай приглашай в свой участок и начнем наш план. И все это за один день нужно сделать, как вы понимаете. Поэтому, скорее всего, это растянется у нас на целую-целую серию сегодня. Так, давай приглашай свою Катарину. Почему я забыла, как ее зовут? Катарина. Да, скоро придет. Отличненько. А вот и она. Так, давайте, что мы с ней сделаем? Что-то мы с ней должны сделать. О чем, интересно, она думает? О снеге, о луже. Так, гладить так, по щеке. Давайте какое-нибудь праздничное действие сделаем. Вот, видите, уже попросить. Заключи в объятия. И давай, приглашаю уже в семью. Стать лучшими друзьями. Нет, это нам не надо. Так, дружелюбные. Это у нас дружелюбные? Так, петь. Давайте пусть он споет. А где делось наше действие-то? Или оно в романтике? Нету? Все-таки это дружелюбное действие? Я что-то не понимаю в этой жизни. Жаловаться, обсудить. Так, ладно, вот. Запускаем. А куда ты пошла? Ты пошла к Патрику? Он сейчас выйдет. Патрик сейчас поедет. Она опять о мусоре думает. Что-то у меня какие-то странные наклонности. Так, давай мы тебя ускорим. Патрик сейчас замерзнет. Ой, она игривая. А уже съезжаться? Вы серьезно? Ну, давайте. Итак. Ой, да, у меня 4 кошки. Ну, это сложно. Я не могу выбрать кого. И что, всех 4 кошек переводить? Как вы думаете? Я даже не знаю, честно. Это прям очень сложный выбор. Очень сложный. Я не могу оставить этих кошек. Ну ладно, давайте так. Раз 4 кошки, значит 8 тысяч. По 2000 на каждую кошку. Ладно, все. Итак, вот наши, ну, точнее, не наши, а ее кошечки. Вот они не приехали, тут есть разные. Интересно, кто из них? Это взрослые, что? Кот слишком длинное имя. Взрослая, пожилой и взрослый. Ладно. А что у него с настроением? Ага, он сильно замерз. Не, да, слишком нездоровая пища. В общем, и у нас что-то слишком много денег прибавилось. Я сейчас это, к сожалению, подубавлю, потому что, ну, нельзя. Это совсем как-то не то. Ладно, да, общайтесь тогда и идите сюда все вместе.
добро пожаловать обратно. Мы возвращаемся в режим жизни к нашим персонажам. И перед тем, как мы посмотрим на нашу новую пекарню, как она обновилась, что новенького, что интересненького, хотя вы все видели, но на самом деле сейчас будет небольшой сюрприз. Я хочу обратить внимание на то, как изменилась наша барышня. Прекрасная, замечательная, просто за счет того, что я смыла с нее макияж. Вы только посмотрите, какая красотка оказалась под этим густым-густым слоем макияжа. В общем, я очень давно хотела ее мыть. Я это сделала, я бесконечно счастлива. Я оставила только скромные стрелочки, чуть-чуть бальзамчика. У нее еще оказались веснушки на все лицо. В общем, она мой любимый типаж. С зелеными глазами, с рыжими волосами, в веснушках. Потрясающая. Я поменяла ей прическу, открыла лоб. Мне кажется, ей так даже лучше. Но я оставила такую озорную короткую стрижку. Ей она очень сильно идет. Посмотрели на нашего персонажа, Патрик остался тем же самым пухляшом, он у нас теперь, да, перешел в ранг. Но для пекаря, я думаю, это вполне себе приемлемо. Так вот, я строила одну пекарню, а вам показываю другую. Да, вот так вот все пошло наперекосяк. Честно признаться, это была одна из самых тяжелых построек, потому что я обычно никогда ничего не перестраиваю. То есть я обычно в процессе все равно что-то подделываю, немножко меняю, и в целом, ну, нормально получается. Но в этот раз я была настолько недовольна, что я перестраивала несколько раз. Я все убирала в багаж, я все полностью сносила, я убирала и так, и этак. Хорошо, я потом догадалась зайти через режим строительства, чтобы убрать снег, потому что снег мне очень сильно мешал, понятное дело. Он все равно все смазывает картину. Ох, это было самое строительство со слезами на глазах, если честно, это было. И конечным результатом я опять недовольна, но я себе сказала, что, Ксения Вячеславовна, вам надо остановиться на чем-нибудь хотя бы, потому что нужно дальше развиваться. В любом случае, я всегда могу все перестроить. Конечно же, да, да. Так вот, внешне это выглядит вот так теперь. У нас теперь есть крылечко раз, крылечко два. У нас теперь есть теплица. Там у нас, конечно же, стеклянные крыши. Здесь, кстати, у нас кусочек стеклянной крыши. Здесь у нас как бы жилая часть дома. И вот здесь это вот сама по себе маленькая пекарничка. Давайте в нее зайдем. Кстати, здесь из отладки я достала все вот большие ну, не горшки, а как клумбы. В общем, вы видите, что я достала. Потом, когда будет весна, рассмотрите, будет очень красиво, очень красиво. Я очень люблю эти украшения из отладок. Я даже не знаю, где они используются, но я их всегда использую в своих постройках. Ну, часто, по крайней мере. Так вот, и та-дам, заходим, продвигаемся и попадаем в пекарню. И где наши 4 кота? Да, у нас теперь 4 кота. Так, у нас есть теперь 4 холодильника, и я не буду, скорее всего, еще больше их делать, хотя можно вот здесь один поставить. Но мне кажется, я теперь задумалась, хочу теперь здесь один холодильник поставить. Не знаю. Скорее всего, не буду дальше расширять, мне кажется, это максимум, который нужен. И вот 2 таких открытых витринки. Но там особо, ну, мне не особо нравится, в общем, все это выкладывать туда. Мне кажется, это не особо есть в этом смысл. Не особо дорого. И, в принципе, кстати, вот последний раз, когда я играла за Патрика, когда я копила деньги на все это строение, я повытаскивала из этих холодильников вообще все старое, все такое супер дешевое. Осталось только очень дорогое: круассаны, лимонный торт безе, пирог с банановым кремом. В общем, все самое дорогое. Видите, хорошо, великолепно, великолепно. В общем, Патрик постарался, за что получается хорошая цена. Вот. У нас стопроцентная наценка, потому что уже пора было, конечно. Вот, то есть дела идут вполне себе хорошо. Вот эта часть мне вообще не нравится. Я её как-нибудь поменяю, но я пока не знаю как. Здесь у меня барная стойка, да, она не приносит ничего для заработка, но очень важно, что ну, как очень важно, наша Катарина, ей нужно смешивание напитков, плюс, мне кажется, это комфортненько будет для наших, этих, посетителей, да. Ну, короче, она будет упражняться, заодно посетители попьют чего-нибудь вкусненького. Ну, я думаю, что вот как-то так. Я сделала такую открытую кухню, с нашим этим генератором кексов, вывесочка. Я думаю, что я здесь, в принципе, уже ничего не менять толком не буду. Возможно, поменяю все таки плиту. Может, типа под старинное все куплю. Оно, в принципе, и хорошего качества, но это немножко подальше. Надо денег сначала заработать. Вот здесь я сначала думала, что здесь будет вот такая же зеленушечка, типа внутренний дворик, потому что сверху здесь, крыша, стеклянная.
Вот, типа зелень, стеклянная крыша, но за счет того, что это получилось внутри, прям совсем внутри, еще и есть крыша, то не очень сильно получилось сделать это внутренним двориком. Поэтому я все паркетом тут залила. И, скорее всего, здесь, вот в этой части у нас будет большой камин, тут будут какие-то диванчики, подушечки, здесь пару столиков вот здесь поставят. Ну, такое типа лаунж-зона, то есть здесь люди у нас покупают какие-нибудь вкусняшки, а здесь они напиточек какой-нибудь берут и сюда переползают, и, поглощают все эти вкусняшки. Дальше у нас в этом аппендиксе таком странненьком, у нас туалет, правда, всего один пока что. Здесь есть раковина, но нет унитаза. Не хватило денег. Банальная, причина. Я все таки отказалась от внешнего туалета. Я решила поберечь своих посетителей, чтобы они не бегали по морозу. Вот, поэтому как-то так. В общем, в принципе, вот эта внутренность пекарни у нас уже более-менее как-то такая обставленная. Здесь у нас пока пусто. Ну, ничего. Мы сейчас откроем, на самом деле, пекарню. Я говорила о том, что будет выходной. Нифига подобного. Не будет у нас выходного. Нам нужны деньги. Нам нужно продолжать наш ремонт. Ну, как бы как-то так. В общем, надо дальше продолжать зарабатывать деньги. Так, здесь теплица, бедные растения. Я их столько раз туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда запаковывала, что, как видите, они кучу ушли в укрытие. Мне кажется, они вообще сейчас никто не будет ни расти, ни плодоносить. Они вот после переноса в теплицу, им нужно время. В общем, чтобы прийти в себя, я это уже в другом челлендже поняла, что ну, как бы приходится им давать времечко, чтобы они пришли в себя. Интересно, а почему здесь белее, а здесь нету такого? Ладно. В общем, они отомрут, я еще, кстати, тут кокосовое дерево нашла. Интересно, оно все-таки дает кокосы? Что-то я не помню, чтобы у нас были в продаже когда-то кокосы. В общем, я подоставала, как я, мне кажется, уже говорила, все возможные растения, эти все специи. Ну, короче, все, что могла, все подоставала. Для нашего Патрика хотя бы в одном экземпляре все есть. Для того, чтобы приносить радость людям в его пекарне. Кстати, смотрите, здесь песочек, да? Да, песочек под кокосом. Так, что? Вот мы переходим в основной дом, который пустой. У нас не хватило денег, да. У нас пока вот здесь так пусто. Кстати, барышня к нам приехала со всеми вещами, но я оставила только вот эти все для кошечек. Я посчитала, это будет разумно. Поэтому у нас есть для кошек это, у нас есть для кошек то. Надо, кстати, им еды насыпать. У нас есть елочка, у нас есть такая скромненькая кухонька. Ну, вот такая, да. В спальне у нас есть кровать с прошлой квартиры, получается, нашего Патрика. И, кстати, у нас есть, получше душ. Вот, да, хватило денег, я купила немножко получше душ. И здесь есть туалет. То есть есть, туалет для посетителей и для Патрика отдельно. В общем, вот такой вот домик получился. Такой нехиленький, на весь участок. У нас, кстати, есть еще отдельное крылечко такое хозяйское, так сказать. Вот такое вот есть для посетителей. Я не знаю, почему так получилось. Вот типа раз, 2. Ну, я решила, что так оно будет. Вот. Странная конструкция получилась. Говорю, я не очень довольна, но я очень надеюсь, что когда я все это заполню, поставлю там камин, диваны, подушки, будет как-то повеселее. Потому что я просто устала перестраивать это все. В любом случае все это можно перестроить. Я еще начала задумываться о том, чтобы переехать на больший участок, но это такие пока мечты и размышления. Хотя, домик вот этот маловат получается. Пока они тут вдвоем будут или когда там ребенок у них еще будет совсем маленький, то еще нормально. Мне кажется, если подрастет, то просто здесь как-то, вторую комнату и не этот, не никак не сделаешь. Придется второй этаж делать, чего я не очень хочу делать. То есть я, очень не хотела делать классическую пекарню, где на первом этаже пекарня, на втором этаже жилой дом. Мне вот как-то хотелось что-то другое поделать. И, собственно говоря, мне кажется, пока я справилась. Неудачно, не совсем удачно, но я справилась. Так, давайте, пока я не забыла. Вот эту дверь мы открываем для всех, оставляем открытую. Открытую запереть для всех, кроме членов семьи, чтобы к нам не ломанулись. Вот это на всякий случай. Для всех, кроме членов семьи. Для всех, кроме членов семьи. Да, все правильно. У нас эта дверь, это. И в эту комнатку можно попасть только через эту дверь. И сюда можно попасть только через эту дверь. Так, ну хорошо. Я думаю, что можно открывать нашу пекарню. Что можно делать? Можно украшениями, кстати, заниматься. Так что давайте Патрика отправим пока открыть магазин. А ты, Катарина, насыпь-ка своим котяткам.
Наполни, пожалуйста. Я думаю, 2 эти штуки хватит или не хватит. Тут как-то можно составить расписание. Каждые 6 часов, ну, пусть каждые 3 часа, потому что кошек там много. 4, целых 4 кота. Мы всех перевезли, всех перевезли. Я очень добрая, не смогла оставить этих кошек. Что бы они делали без своей хозяйки? Мне, кстати, так нравятся эти двери. Они такие шикарные. Еще на них мороз есть, видно. Да. Единственное, что вот эта щель меня немножко смущает. Мне кажется, задувало бы. В жизни, конечно, так, открыто. Так, хорошо. Стопэ. Я хочу, чтобы вы пошли и начали украшать. Так, все, ты наполнила, хорошо. Так, давайте украсить с верхушка. Бело-золотые звездочки. Катариной. Ага. О, вот и первый посетитель. Налетай, покупай. Та-ра-та-та. Мне кажется, вот это расположение холодильников удобно, то есть чтобы они немножко были вдали друг от друга, потому что они все тут стоят, копятся, хлопают дверями. И если они так немножечко через промежутки, и когда холодильников побольше, то как-то это получше получается. Так, ну что, вы хоть что-то уже О, они уже повесили звездочку. Смотрите на них, какие они довольные и счастливые. Какая красивая звездочка. Круто. Ну, еще такие хорошенькие какие-то, смешные. Вот, уже этот подъелошник положили. Что там еще нам нужно? Грандиозный обед. Мы не будем дарить подарки друг другу, потому что это читерство. Хотя если что-то такое, ладно, давайте положим подарки. Положить гору подарков под елку. Так, что у нас здесь? О, у нас начали посетители. Давайте, покупайте. Нам же в любой момент нужно сорваться и побежать, если кто-то захочет из этой витрины купить. Так, вы сильно на нее не дышите, потому что она от этого грязнится. Так. Но пока ничего никто не купил. Котейки, конечно, мяукают. Я не знала, что они такие громкие. Я как-то редко завожу животных, в основном собак. Ну, в смысле, здесь в Симсах, я имею в виду. И я что-то забыла, что они такие. О, смотрите, какая у нас елка. Слушайте, вот она загорелась. Так, а что ты не положил подарки-то? Я же тебе сказала, положи подарки под елку. Теперь откройте подарки вместе. Что он там копается в этом ящике? Да, еще копается. О, снежок пошел. Слушайте, тут зима прям полным ходом. Мне так нравится это. Водичка. Замерзшая водичка, замерзшая водичка. Так, а что ты довольна? Ага, вот у нас кусочек изгороди. Где-то здесь еще. А что он внизу получается? Что-то как-то странно. Так, поднимаемся, кстати, наверх. Мерцает! Ребята, у нас получилось! Смотрите, какая красота! У нас все мерцает! Обалдеть! Влечение питомца может по непонятным зациклиться. Так, страхи питомца. Так, шоколадные сухарики 540. Отлично! Я считаю, прекрасно. В общем, все мерцает, переливается. Класс! Я довольна. Очень довольна. Так, давайте, наверное, подопустим стенки. Это немножечко мешаются. Так, куда ты ставишь? Куда ты ставишь? Сейчас же их хватит, и все. Я и знаю этих посетителей. Ну что вы все недовольны? Вот что с ними? Док? Серьезно? Док? Так, а украсить нельзя, да? Положить порцию в багаж. А, не ты. Я забыла, что у нас теперь больше персонажей. А вот украсить. Только он может украсить. Чё я ору, да? Это там смешивает напиточки. Хорошо, пусть смешивает. Все равно нужно 2 уровня достичь. Чё вы толпитесь тут все? Смотрите, они как-то выстроились вокруг этого. Ага, как-то странно. Смотрите, они все вокруг ходят. Раньше возле... О, они догадались, что можно сюда сесть. Так, а там что-то шаманит, да? И чё? Просто присыпочка, да? Ну, окей. Сделаем вид, что это он украсил. Так, нам еще не пора эти подарки-то открывать? Или нужно ждать, пока Дед Мороз придет? Да? Он же придет под вечер, я так думаю. Что у нас сейчас? 14:22. Ну, окей. Так, вроде должен все. Ну что вы тут сидите, коты? Вот видите, у нас есть какое-то свойство участка, что хорошо все, короче, у меня быстро она изучает. Так, сходи и помой. Как обычно, надышали.
На одну нет, вторая чистая. Ладно. Сколько мы там денег заработали? Мы пока только этот. Ну, одна покупка на 500. Но зато всего одна покупка и уже 500 симулеонов. Это тоже неплохо. Сейчас вам все остальные тоже. Слушайте, мне всегда казалось, что из-за этой ауры... Давайте я попробуем выключить. Выключи, пожалуйста. Мне кажется, она нам мешает. Она удлиняет процесс выбора товара. Может, мне кажется, не знаю. Кстати, надо попробовать еще рекламу. Я ни разу не пробовала рекламу заказывать. Сейчас мы можем себе это позволить вполне по деньгам. Поэтому, думаю, можно попробовать. Можно. Ну, есть же туалет, ну, чувак. Тут есть туалет, там обозначается. Мальчик, девочка. Кстати, можно было один женский, один мужской сделать. Ну, ладно. Если хочешь. Вот фруктовый торт. Офигеть, 600 миллионов, обалдеть. Это круто. Это очень круто. Так, а это же ее теперь тоже, да? 1158. Обалдеть. Это очень классно. Смотрите, какой у нас модненький товарищ. В перчаточках и в пакете. Прям по нынешней моде оделся товарищ. Видимо, у него в шапке нет, он вот так вот доходит из положения. Так, ладно, у нас тут тушевочная мишта тут, конечно, образуется. Мне это не особо нравится, но ладно, что уж поделать. О, слушайте, уже вечер. Так, я не поняла, а где этот Дед Мороз? Уже ночь, а Дед Мороза все нет. И почему мы не можем... А, я вспомнил, я балда. Слушайте, действительно. А мы успеем? Нет, он не успеет уже. Так, бросай свою тарелку. Вот здесь надо было нажимать. Вот здесь. Это я, блин. Успеем. Чё, полчаса? Давай, открывай подарки. Давай. Быстро. А, до 2 часов ночи. Мы еще успеваем. О, хлебный пудинг. Слушайте, ну откройте, пожалуйста, подарки. Она доела даже. Даже интересно, что на подарок. Она сама решила открывать, да? Что? Клавиши и как удержать ноут без бумажного пакета? Что, и ноутбук подарили? Интересно даже. Нет. Ей подарили книжку. База для робота-пылесоса. Где он вообще? Итак, первое совместное утро в новом статусе, в новом доме, в новой пекарне. Но я хочу на этом закончить, потому что, мне кажется, серия и так у нас уже насыщенная. Я вам только хотела показать. Смотрите, нам опять налепили снеговиков. Это так прикольно. Смотрите, какой этот мощный с ирокезом. Я не знаю, это посетители, наверное, как бы лепят. Что одноглазый такой. Очень прикольный. Как раз, видите, солнышко вышло. В общем, на этой ноте я хочу закончить. У нас тут еще один кот заболел, пожилой. Вот, надо ехать с ним к ветеринару. Это очень долго. Опять у меня пропало. Слушайте. Это какая-то лажа, потому что все пропало, да, испорчено. Я вчера положила в холодильник, и оно испорчено. И я не понимаю, в чем прикол. Короче, нельзя готовить больше, чем на одного. А, у нас тут вампир застрял. Она как-то залетела сюда. Это вампир, да? Да. Она сюда залетела, а вылететь не может. Я так и не поняла, как это у нее получилось, но вот так вот. Она теперь застряла здесь, барышня, и как-то так. Так, а здесь же нет уже испорченной еды. В общем, дел по горло. Денег пока не очень много. Сейчас, короче, все заработанные деньги пустим на лечение котейки. Ну, не хочется, чтобы с ним что-то случилось. Вот. На этой прекрасной, замечательной ноте я прощаюсь с вами. До следующей серии. Посмотрим, что будет дальше. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока-пока.